Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале Уютный мир игрушек Амигуруми. Меня зовут Катя. Сегодня я начинаю свой новый вязовлог. Сегодня я хочу вам показать новый мастер-класс, который у меня выйдет на этой неделе. Мастер-класс будет в формате PDF. Какой мастер-класс я уже выпустила на канале, описание, процессы и показать готовность мишки и его одежды. То есть мишку вы уже видели. Я здесь дооформила бровки. Ротик, по-моему, тоже был. Пришила бирочку ему тут хэндмейд. И сейчас я вам покажу, какие вещички я к нему связала. В заказе был новогодняя шапочка шарфиком, свитерочек и маечка. Маечка и свитерочек в одной расцветке, потому что эмблема детского садика белый мишка и голубой фон. Сейчас я одену первую одежку и покажу вам. Вот так вот выглядит мишка в свитерочке. Свитерочек этот застегивается сзади. Здесь у меня идет основная пуговка и заклепочка. Вот. Свитерочек вы также видели в прошлом вязовлоге, как я его вязала. Здесь просто вывязала белые полосочки сверху. Внизу не видно, а сверху есть такой вот небольшой рисунок в белых полосочках. Дальше у меня маечка. Дальше связалась вот такая вот маечка, такой же расцветки, как и свитерок, просто обвязку сделала голубым нежным оттенком ярной джинсы. Свитерочек я нашла бесплатный мастер-класс на YouTube канале, ссылочку оставлю. Здесь я набирала полностью петли, как и в мастер-классе, нигде не уменьшала, не добавляла. Все как по мастер-классу. Свитерок получился немножко большим, но он одевается через голову. Здесь также пришита дополнительная пуговка, чтобы закрывать вот это вот пространство, чтобы не торчали уголочки. Может быть, я сделала бы поменьше бы свитерок, но она бы не проделась через голову. Мне хотелось, чтобы она одевалась полноценно, не как свитерочек, застегивался сзади полностью. Еще просили на этой маечке вышить эмблему садика. Но я посоветовала, чтобы с такой просьбой обратились в швейное ателье. Там есть мастера, которые очень красиво вышивают нитками на машинке, красивыми цветными нитками. Вышивка идет на машинке, то есть это будет красиво и аккуратно, чем я вышью криво и не очень будет смотреться. Вот, и третий комплект — это шапочка и шарфик. И вот такой вот аксессуар, шапочка и шарфик. Шапочку и шарфик я вязала такой же пряжей, просто шапочка идет в 2 нити, а шарфик я вязала поворотными рядами в 1 ниточку. И сделала из софти бахрому на шарфике. Также из софти обвязывала шапочку. Бомбончик был сделан из козьего пуха и потом немножко начесанный. Вот такой вот комплект у мишки у нас получился. Топ-топ-топ. Так, ну что, и к этому заказу у меня была связана дынька, вы ее видели. Вот она будет лежать рядышком. И также к этому заказу я довязываю необычного котика. Котик, я так поняла, будет в математических уроках в садике. Специально попросили сделать галочки, вышивки, как на картинке, и в таком же количестве и расцветке. Честно говоря, я первый раз вижу такого котика. Как бы с такой системой обучения я не сталкивалась. И плюс у этого котика будет шапочка студента небольшая. И плюс тоже здесь нужно галочки по всему телу вышить. Вышивать, конечно, очень сложно в том плане, что дырочки после вязания маленькие, а вышиваю я 4 ниточки, чтобы они были пышные галочки. Вот. Котика вы, наверное, уже не сможете увидеть, потому что я хочу быстренько его довязать, оформить и уже собираться в Анапу. Сегодня у нас 31-е, 2 я уезжаю, и как раз таки 2 уже буду в Анапе, я отдам полностью этот заказ. И все. Так, а на чем я сейчас работаю? Работала тоже. Как-то в прошлых вязовлогах, когда я вязала совушку, я начинала по другой схемке, и у меня вот небольшой такой вот
рабочий процесс оставался совушки недоделанный, и я ее сделала, глазки сделала вышитые, потому что ребенок хотел быстрее забрать эту совушку себе, и просто сделала ее более такой яркой, розовой вверх, крылышки такие сиреневые и фиолетовое сердечко. Без лапки я не делала, ребенок сказал, не надо. Она с ней спит в обнимочку. Конечно, когда спит, уже потом в процессе она где-нибудь валяется, но ребенок довольный. В принципе, я тоже смогла закончить такой небольшой процесс. Так, и на этой недельке у меня вышел мастер-класс. Мастер-класс этот у меня уже давненько. Он и ВКонтакте есть, и в Яндекс.Дзене есть, и в Инстаграме есть. На YouTube канал я его выпустила только вот буквально недавно. Игрушки вяжутся это все по одной схемке. Также таких малышей я буду потихоньку выставлять на YouTube, чтобы можно было тоже собрать коллекцию, у кого нету других соцсетей, где не может смотреть мастер-класса. Вот. Так что ссылочки все я буду оставлять внизу под видео. Проходите, смотрите, вяжите. Так вот, стороночку положу. И, конечно же, самое интересное сейчас для меня это вязание нового мастер-класса. У меня родилась такая зайка. Изначально я планировала сделать яблочко в виде игрушки амигуруми с туловищем, с ножками и с ручками. Уже полностью связала, оформила, веточка, яблочный цветочек, да, как яблочки распускаются. Оформила и поняла, что что-то мне не хватает, вот что-то не то. Когда вот так вот без ушек было. Смотрела, долго-долго ходила, не могла понять, что здесь не то. Потом связала ушки, переложила и поняла, что я хотела именно этого. То есть и у меня получается зайка в виде костюмчика, яблочко, такой летний сезон. Вот. И что? Я решила ставить, что это будет у меня мастер-класс в виде зайки. Все равно год зайки скоро, и хотела связать что-нибудь такое необычное. Потом я связала зайку в виде вишенки. Вот. Здесь я использовала пряжу Yarn Jeans. Это, по-моему, у меня то ли Газал джинс, то ли Yarn Jeans, уже не вспомню. Просто брала кусочек ниточки, у меня оставался маленький моточек, чтобы довязать и посмотреть, потренироваться на туловище. И поэтому такое сочетание получается розовое и белое. Потом я связала вишенку. Вишенку я уже вязала однотонной. Здесь получается Alize Cotton Gold. И она получается немножко меньше. Здесь голова более набита. Yarn Jeans у нас немножко расширяется, а здесь и он у меня не так сильно набился, что есть такие небольшие просветы от шапочки, вишенки. Вот так вот сравнивать. Но все равно мне нравится. Я начала уже делать мастер-класс. Уже связала голову для оформления. И вязала уже здесь из Yarn Jeans. И посмотрите, как получается. Как ровненько, красиво легла пряжа на Yarn Jeans. Вот. К нему я уже связала ушки, я уже все сфотографировала. Мастер-класс будет в формате PDF. И к этому мастер-классу я хочу связать в комплекте. Также будет яблочки, вишенка, какой-то будет фрукт или овощ. И чтобы этот мастер-класс был в комплекте. Схемка будет у всех идентичная, одинаковая. Отличаться будет только оформление по макушечке. Ну и цветочки тоже везде одинаковые, просто расцветки другие. Вот, я думаю... Я надеюсь, что мастер-класс вам этот зайдет, понравится. Вот. По поводу медведя. Медведь у меня также будет скоро. Просто хотелось что-нибудь яркое, сочное. Сделать вязовлог прощания с летом в августе. И показать все игрушки летнего сезона. Потом начать осенний, зимний. И как раз таки этот мастер-класс будет в тему. Здесь будут... Как бы я вообще планировала, чтобы были фрукты, ягоды, которые нам знакомы с сезоном. Например, вишенки также растут летом. Например, мандаринку сделать, это как бы у нас новогодний, да, хочется Нового года, Рождества, когда в основном мандаринки мы привыкли. И сделать какую-нибудь весеннюю ягодку. Либо также весенняя ягодка может относиться и к яблоку. Вот, такие вот у меня задумки, и я надеюсь, что к концу этой недели я закончу этот мастер-класс, и он уже будет у меня в продаже.
Все. Пока на этом у меня все. Я пойду довязывать котика и покажу потом все свои процессы, что я успела связать за воскресенье. Сегодня воскресенье, у нас 31 число, и начинаю свой влог. Всем приятного просмотра, надеюсь, вам будет приятно и интересно. Всем приветик! Сегодня у нас уже новый день, и хочу показать вам свои продвижения и свои мысли по поводу мастер-класса, особенно по поводу пряжи тонкого и толстого плюша. У меня вот здесь вот собралась такая корзиночка, какие-то части я уже вам вчера показывала, и довязала яблочко, оформила его как яблочко, уже пришила веточку, листочек и румяна. Вот так вот будет оформлено яблочко. В принципе, они все одинаковые, только осталось добавить мне цветочек на голову. Так, вот это для вишенки, для мастер-класса. Довязала некоторые детальки. Сейчас положу. Довязала некоторые детальки. Связала полностью туловище для мастер-класса. Ушки у меня есть. Ручки. И хвостик. Вот. И также я связала к яблочку уже, чтобы фотография была для мастер-класса, и там было на фоне несколько фруктов. Вот. Также связала для мастер-класса веточку для вишенки, для яблочка и листочки. Надо только отсфотографировать. Вот такие вот у меня процессы и продвижения по поводу вязания мастер-класса. И вчера сидела, думала, какие фруктики добавить. Решила, что будет отдельно фрукты зайки и отдельно овощи зайки. Вот, чтобы не смешивать целый огород. Получается, вот из двух вишенок у меня еще остался вот такой вот моточек. Ну, конечно, еще на одно не хватит, но можно что-нибудь маленькое связать. Также и с яблочком. Так, это в сторонку. И сходила в магазин. Вот же, что я надумала. Я хотела связать, добавить еще сюда арбузик, черничку и еще какой-то фруктик. Я думала сюда добавить, сейчас пока не вспомню уже. Когда я пошла в магазин, то поняла, что там нет той палитры, которая мне нужна. Зашла на сайт, выбрала Dolce Baby и поняла, что у этого названия пряжи, да, тонкого плюша, нету тех оттенков, которые мне нужны. Нашла на сайте темно-синий, это для чернички, еще ладно. И так у меня еще такой вот есть в наличии, голубой. Сильно темные игрушки не хочется делать, наверное, сделаю светлую черничку, это будет сюда. И хотела сделать арбузик. А поняла, что темного зеленого в этой палитре нету. Искать в интернете, например, в Олансе, то есть, но у каждого нет той возможности пойти закупиться, либо искать где-то тонкий плюш, когда в основном, я смотрю, вяжут все из толстого. И в нашем магазине я нашла только вот зелененький вельвет, который мне нужен для оттенка для арбузика. Поэтому я, наверное, сделаю в мастер-классе описание шапочки для игрушки, так как и для толстого плюша будет, так и для тонкого. И там уже, кто будет покупать мастер-класс, будет сам определяться, с какой пряжей ему лучше вязать. С тонкой, либо с толстой, либо что есть в наличии. На данный момент арбузика я буду вязать из Гималай Вельвет и также Ярнар Джинс. Схема у всех одинаковая. Здесь я уже просто буду добавлять тех фруктиков, чтобы показывать, какие игрушки можно вязать, какие можно фруктики вывязывать из этой схемки. Схемка для всех идентична, а менять цвета, может быть, что-то добавлять или вязать другие фрукты, которые не будут в мастер-классе, то есть можно. У меня также я хочу связать, я вчера список составила, сейчас. Тут, правда, немного, что я хочу связать. Я примерно подбирала палитру, что я буду, из каких можно вязать оттенков, и написала, то есть Ализе, Ярнард и Газал джинсы это полухлопок, а Dolce Baby я вчера думала, что будет только тонкий плюш. Но плюс надо сюда добавить
и толстые, и все разные палитры. То есть я хочу связать арбузика. Вот сегодня буду пробовать связать арбузика. Хочу связать кокосика. Кокосика будет очень легко связать. Сама зайка будет беленькая, а сверху у нее будет шапочка коричневая и длинные листочки. У кокосового дерева там длинные листочки, поэтому будет очень классно смотреться. Мандаринка к Новому году, черничка, вишня, яблоко. И сегодня еще тоже подумаю, посмотрю в интернете, какие есть фруктики, и довяжу. То есть можно связать целую палитру разных ярких фруктов и продавать на ярмарках, либо на каких-нибудь плей-маркетах. Вот. Так что я, наверное, пойду пробовать вязать из вельвета. Конечно, чуть попозже подключусь и покажу, что у меня получится. Все, я довязала котик. Вот такой вот смешной получился. Буду собираться уже в Анапу. У нас уже сегодня вечер, как раз таки упакую. И, к сожалению, не смогу отснять во влоге. Поэтому быстренько показываю. Немножко, конечно, холофайбер торчит, потому что когда вышивала ниточки, и все вот это вот вылазит. Я убираю по максимуму, еще сегодня вечером посижу, поубираю лишнее, а так он у меня полностью готов. Все, это к Мишке, туда идет заказ. А еще у меня был маленький мини-заказик на овощи и фрукты в миниатюре. У меня были в наличии яблочко, авокадика, груша, лимончик. Ну, это из тех, что выбрали, связанных. И попросили еще довязать. Но здесь я уже вяжу из полухлопка помидорка, баклажанчик, бананчик. Нужно связать огурчик и грибочек. Вот это я вязала из пряжи Коко, Vito Coco. Это Ярнар Джинс. Все. Забыла вам с вами поделиться с мини-маленьким заказиком. Он тоже поедет со мной в Анапу. Все. Я также продолжаю вязать. У меня тут корзина с моими игрушками. Всем привет! Сегодня у нас уже 4 августа. Я успела уже съездить в Анапу и приехать, и даже успела связать одну полную готовую игрушку. Я в прошлом подключении показывала вам 2 оттенка, которые я собираюсь связать, которые я собиралась связать игрушку в виде арбузика. И давайте посмотрим, что у меня получилось. Вот так вот выглядит зайка сзади. Хвостик еще не успела пришить, так он есть уже в наличии. И посмотрите, какая зайка у меня получилась. Вот. Полностью зайка готова, но кроме хвостика. Сделала косточки, вышла немножко на лобике, на пузике. Есть несколько сортов арбузика. Красный и такой розовый и желтенький. Ну, захотела сделать что-нибудь такое розовенькое, не сильно прям яркое, пестрое. Но я больше люблю арбуз красный, сахарный, чем розовый. Вот, и также сделала желтенький цветочек, как и цветет сам арбузик. Вот. И вышила полосочки черненькие для арбузика. А здесь я уже вязала из вельвета. Получается, сам вельвет 100 грамм на 120 метров. То есть он идет толще, чем Dolce Baby, но не намного. Но также я вязала крючком номер 4 и по той же схемке, как и всех своих фруктиков. Вот. Так что никаких сложностей здесь не будет, если вдруг кто-то будет вязать с вельвета. И также я чуть позже схожу, куплю Гималай обычный стандартный плюш и уже посмотрю, как из него будет смотреться шапочка. Все вяжу крючком номер 4. Так что у меня в коллекции уже, коллекция уже пополняется. Вот так он покажу вам рядышком. Вечером, ну чуть позже схожу, куплю для зайки кокосика. Посмотрю, конечно же, есть в наличии или нет, потому что в прошлый раз я ходила, там было очень мало оттенков, и боюсь, что вообще ничего не будет. По поводу следующего зайки я вяжу в виде лимончика. Захотелось что-нибудь яркое, потому что
Розовая вишенка, розовый арбузик, зелененький. Как раз таки не хватает тех оттенков желтенького в коллекцию и синенького черничку. И также как беленького отличающий это кокосик. Вот. А также можно и вязать и мандаринку, и апельсинку, только брать соотношение цветов, яркую шапочку и бледный цвет полухлопка. И будет очень классно смотреться. Это я начала уже лимончика вязать у меня будет. И по поводу продвижения мастер-класса. У меня все детальки отсфотографированы, я уже все довязала. Осталось мне оформить. Вот жду, пока навяжу я полностью целую банду, чтобы потом можно было сфотографировать на основной первый листок титульный мастер-класса. Вот. Так что я результатом своим готова. И тоже очень хочу узнать обратную связь. Как вам вообще такие зайки? Как вам идея? Вот, какой зайка вам больше нравится? Вот пока из 3 у меня получается вишенка, яблочко и арбузик. Вот, сегодня у нас, по-моему, четверг. Я сегодня еще максимально хочу повязать по-быстрому, чтобы было 5 игрушек. Вот. Надеюсь, я успею. И в пятницу вы уже сможете посмотреть вязовлог. И как раз таки на выходных также его просмотреть. Все, пока на этом у меня продвижение закончены. Уже с готовой игрушкой пойду дальше вязать. И всем приятной недельки. Сходила в магазин. Нашла для себя только коричневый оттенок для кокосика, а для мандаринки либо апельсинки ничего из плюша такого не было. Поэтому буду довольствоваться кокосиком и лимончиком. Ну, в мастер-классе я, конечно же, опишу все варианты, которые можно связать, точнее, какие фруктики можно связать и оттенки, а там уже просто сами выберите. Купила вот такую штучку для замера глазок, спиц. Не знаю, конечно, для чего она, но пусть будет. И купила 2 оттенка Yarnart Jeans. Это номер 62, беленький, и 01. Вот это для кокосика. Так что пойду творить. Встретимся уже, наверное, завтра. Покажу вам все детальки. Потому что если я вечером подключусь, то будет темно и не так будет хорошо все видно. Это, кстати, Dolphin Baby, 100 грамм тоже на 120 метров. Это уже пряжа чувствуется потолще, чем велюр. И как раз таки сегодня попробую связать по схеме и посмотреть, сколько нужно сделать убавок для полного оформления головы. То есть это оттенок 80336. Все, пошла. Всем привет! Сегодня у нас уже пятница, и хочу сказать, что не успела я довязать все свои планы за четверг, и чтобы выпустить видео в пятницу. Так что теперь оттягиваем видосик до воскресенья. Я хочу уже полностью оформить, не заканчивать видео с неготовыми работами. Уже лучше выпущу в воскресенье видео, либо может быть чуть-чуть позже, но чтобы оно было полноценное. Я начала вязать уже, это вообще лимончик, вот, и заодно хочу спросить у вас, похож или нет. Я знаю, что лимончики бывают и продолговатые, и более округленные, но мне хотелось сделать, точнее добавить яркую палитру в мастер-класс к ягодкам, чтобы немножко было желтенького светлого оттенка, и сделала лимончик в виде кругленькой головы по схемке, как и для всех. Также вышло такие белые полосочки, листочки, цветочек беленький, как он цветет. И вот, в принципе, бледно-желтенький внутри, как и у лимончика, получается оттенок. Туловище еще не начинала вязать, успела только связать ушки, ручки и оформила мордочку. И вот думаю, может быть, еще сюда маленький листочек добавлю. И будет более, может быть, симпатичнее. Вот. И также попробовала связать кокосик из толстой плюшевой пряжи. И вот. Он получился большой, так как плюш этот толстый. И получается, смотрите, какая ширина коричневого оттенка. Если сравнивать с тонким,
то разница, конечно, виднеется. И мне вот по опыту, по моему маленькому опыту, я из плюша начала только недавно вязать, все-таки тонкий плюш мне нравится больше, чем толстый. Вот, ну, мне надо было попробовать, мне надо было связать и для мастер-класса написать. Ну, все, в мастер-классе также все будет описано. И вязала по этой же схемке, как и для всех мастер-классов. Вот, как и для всех игрушек. Вот. Дооформляла зайку, которую я фотографировала для мастер-класса. Здесь веточка более видоизмененная, чем в первой вишенке. Вот я ее сделала подлиннее и сделала с загибом. И 2 листочка пришила в разные стороны. Вот. И вот такая вот малышка у меня получилась. Так что я по максимуму вязала, но не хватило мне, к сожалению, сил моих довязать все до пятницы. Ну, ничего страшного. А так, в принципе, мне осталось связать 2 игрушки. Я уже потихонечку начинаю оформлять мастер-класс. И в пятницу, если я не успею сделать до воскресенья, я планирую этот мастер-класс вообще выпустить 10 числа, то я сделаю предзаказ со скидкой. Вот, но, конечно, чуть-чуть позже я об этом еще расскажу, когда будут все игрушки готовы. Озвучу цену, и как раз-таки с воскресенья до среды можно будет приобрести этот мастер-класс со скидкой, а в среду я уже буду всем отправлять на почту. Вот. А со среды уже мастер-класс будет в полную стоимость. Так что я, наверное, я вам показала все свои результаты. Пойду довязывать. Уже хочется быстрее довязать. У меня впереди еще один мастер-класс, который я хочу связать, начать вязать. Это набор будет. И уже хочется, не терпится уже начать в новый мастер-класс, точнее, уже не терпится мне начать. Так, и мне, знаете что? Пришла моя покупка с Алиэкспресс, я уже распаковала, еще пока не пользовалась этими глазками. Заказала такую маленькую коробочку, она мне шла чуть больше месяца, даже можно сказать 1,5 месяца шла до Краснодара. И я думала, она будет немножко большая, но она совсем такая крошечная, но удобная. То есть, а вообще для чего я заказывала ее? Мне с марта месяца, с весны, вот с конца апреля, с марта месяца я заказывала глазки себе, и они мне не приходили. Я уже 2 спора открывала, мне вернули денежные средства. Еще заказала глазки от разных продавцов, не смотрела цену. Где-то дешевле было, где-то дороже, но где была более цена приемлемая. И причем я у этого продавца уже заказывала, и с доставкой было все нормально. А вот с марта месяца мне никак не могут прийти глазки с этого продавца. И также основа для брелков тоже была. Она тут это немножко с браком. В общем, не приходят мне глазки. Еще жду одну посылку с глазками. Тоже много сразу заказала. Но хотя бы пришло оповещение, что посылка моя прибыла в страну назначения. А то до этого мне вообще ничего не приходило. Открывала спор. Продавец мне говорил, что посылка уже у вас в России. Типа ждите. Но я жду. 90 дней-то уже прошло. И сам Алиэкспресс решил вернуть мне денежные средства. Но в итоге мне ничего не пришло, я ничего не получала больше с Алиэкспресс. Вот единственная посылка, которую я смогла за полгода получить с Алиэкспресс, это вот пробничек пришел, поэтому я заказала такую коробочку. Не пакетиками, а коробочку, чтобы хотя бы, если вдруг у меня опять зависнет где-то мои глазки или придут, хотя бы будут размеры разные. Так что я надеюсь, если придет еще одна посылка, то еще сразу же закажу. И, наверное, еще закажу у этого продавца, раз пришло мне. То прям вообще какая-то печальная ситуация с глазками. Спасибо Кристине, выручила меня, подарила мне пакетик глазиков, размер номер 7. Вот как раз таки они мне очень хорошо сейчас понадобились, они уже пошли в расход. А так бы я не знала, что бы я делала без глазиков. У меня в основном маленькие шестерочки и тоже почти уже закончились, и пару глазиков восьмерочек осталось. Вот, хотя бы коробочка пришла, и то хорошо. Так, ну ладно, пойду довязывать, тоже наболтала тут все немного. Пойду довязывать и встретимся, наверное, уже завтра, в субботу. Все. Кстати, в субботу я, наверное, не смогу вязать, у меня завтра футбол, точно. У меня завтра футбол
Завтра день у меня опять пропадает. Так что остается опять один сегодняшний день. Ну, надеюсь, что сегодня я уже довяжу 2 туловища. Тут осталось совсем чуть-чуть. И в воскресенье точно влог выйдет. Все, ладно, 7 минут уже проболтала. Все, пошла. До завтра. Всем привет! Сегодня у нас уже новый день. И я хочу вам показать всю свою коллекцию, которую я успела связать за эту неделю. Первых игрушек вы уже видели. Это были вишенки и яблочки. Немножко поближе покажу и расскажу. Рост этих игрушек 16 сантиметров без учета хвостика. В эту коллекцию входит вишенка, яблочко, арбузик и кокосик. А по поводу желтенького оттенка я сейчас скажу. Я долго думала и смотрела, кого же он больше мне напоминает. Но когда зайчик лежит рядышком с арбузиком, я сразу же поняла, что это не лимончик, а дынька. Я убрала все лишние полосочки с мордочки и решила, что они так гармонично смотрятся, что это парочка арбузик и сладкая дынька. Вот. Так что в моей коллекции арбузик, дынька, кокосик, вишенка и яблочко. Это которые я успела связать. Конечно же, хочется повязать разных оттенков, но так как в нашем магазине недостаточно оттенков, поэтому я закончу палитру на 5 наименований. И что я хочу сказать. Сегодня у нас уже воскресенье, и я сегодня открываю предзаказ на этих малышей. В мастер-классе будет все подробно описано, с какой пряжи лучше вязать, какой крючок. Ну, крючок я в процессе говорила, но не все смотрят канал YouTube, то есть будет все описано. Плюс я также допишу дополнительные оттенки, которые можно связать какие зайчиков, то есть цитрусовый, апельсинчик, там мандаринчик, черничка. Еще посмотрю, подумаю и допишу несколько вариантов. А там уже на выбор, конечно же, какой больше нравится фруктик, такой вы и вяжете. Но коллекция не маленькая, то есть 5 наименований это тоже достаточно большое количество в одном мастер-классе. Мастер-класс по предзаказу будет стоить 210 рублей. Потом цена поменяется, будет стоить 300. Да, я остановилась на этой сумме 300 рублей. Это не дорого для такого мастер-класса, так как здесь большое количество, повторюсь, наименований игрушек, хоть и по одной схемке. Работа проделана большая, много было потрачено сил, но я очень довольна своим результатом. Так, то с места на место перебираю. Вот, по предзаказу можно купить с понедельника по пятницу. Это числа у нас получается. С 7 августа по 12 августа можно приобрести мастер-класс со скидкой 30% в сумме 210 рублей. Вот. А потом этот мастер-класс будет стоить 300. Так что, кого заинтересовал, можете написать мне ВКонтакте. Я всем отвечу и отвечу на все ваши дополнительные вопросы. Так что на этом я сегодня заканчиваю свой вязовлог. Приятного вам выходного воскресенья и до нового влога. Всем пока!